Сергей, мы сейчас говорили про те времена, когда ты был прокурором. Сейчас на данный момент с тобой общаюсь как офицером украинской армии, капитаном. Ты начал свой долг как военный в одном батальоне, сейчас ты находишься в другом батальоне. Можешь ты рассказать про ту ситуацию, которая была основа для жалобы в вышестоящие органы и заявление следственные органы? Как это была ситуация, основа той ситуации? Ну да, с момента открытой агрессии Российской Федерации полномасштабной, 24 февраля я сразу пошел в военкомат и уже 26 февраля попал в новосозданный как раз в связи с войной 23-й отдельный стрелецкий стрелковый батальон. Вот, и с того времени 2,5 года я находился в нем и прошел разные ступени, в том числе и занимался юридической деятельностью, и кадрами. Как военный юрист. Да, и кадры, то есть и строевая часть, и весной 24 года я был назначен начальником штаба этого батальона. И батальон создан из добровольцев, и он очень себя успешно проявлял. Он был и под Марьинкой, там, и в районе Вугледара, вот, и на Лиманском направлении, и нигде не было ни одной потери позиции, а наоборот были продвижения вперед. И главное тоже, что было, это желание выполнить задание и сберечь людей. Вот. Но на каком-то этапе, опять же, было неукомплектован, то есть все равно, несмотря, есть потери, есть и заболевшие, есть и увольняются, основания для увольнения появляются, то есть количество уменьшалось, а нагрузка возрастала, и люди вот это 2,5 года фактически были в ненадлежащем морально-психологическом состоянии, они не ставили ультиматумов, но руководство понимало, что надо какие-то действия предпринимать для того, чтобы дать людям отдых. И мы написали, я там подготовил письмо, где расписали детально о том, что какая ситуация, с просьбой хотя бы доукомплектовать, чтобы мы могли внутреннюю ротацию проводить. Но вместо того, чтобы помочь, нам поступил приказ ехать в другое, передислоцироваться и там совершать штурмовые действия, хотя это не свойственно. Мы на этому не учились, и у нас не было штурмовиков, да, непосредственно, тем более там. Ведь вы добровольцы гражданские. В лесной местности мы, и я непосредственно об этом руководству, высшему командованию, которое там заезжало, и когда они принимали решение, говорил, что это может закончиться катастрофой. И когда это уже после перекидки у нас и потери пошли неоправданные, и через такие задания, которые не понимали бойцы, и случаи самовольного оставления части. И я им сказал, что давайте не будем, мы вот так вот, тем более, что боевой статут об этом говорит, что нельзя до абсурда доводить выполнение каких-то заданий. Если оно приводит к жертвам, если оно приводит к негативным результатам, то надо думать, как это поменять. Я об этом не говорил, но вместо того, чтобы действительно реально смотреть на вещи, продолжили там и угрозы, и выполнение этого задания, что привело к большим потерям, и фактически батальон превратился в недееспособный. Вот. И как я для себя видел, что эти действия не должны оставаться. То есть командир
высший, тому, который отдает указания, и согласно и боевого статута, он должен создать условия для того, чтобы это задание было выполнено. Да? У него должна быть логика, какое для тебя задание важнее, почему ты выбираешь батальон, который выполняет все задания, да? Держит, перекидываешь туда, где он не выполнит заведомо. То есть такая безответственность, по моему мнению, была, и я понимаю, что я должен отреагировать, потому что если такие командиры будут дальше, руководство такими подходами, принципами так реагировать, то у нас не останется бойцов для того, чтобы вести войну. Это одно, а главное, что здесь убивается мотивация. Это добровольцы, которые сами пришли воевать и успешно воевали, когда они теряют желание находиться в боевом подразделении из-за того, что они просто видят, что бессмысленно их убивают, свои же уничтожают. Они и сами теряют мотивацию, и десятку знакомых расскажут. И это влияет, и этот случай с батальоном не один. Таких мы видим по средствам массовой информации, по социальным сетям, таких много. И с другими сталкиваешься людьми, поэтому здесь должна быть реакция, в первую очередь, руководства. Я даже не ставил себе за цель какой-нибудь раздуть пиар из этого. То есть эти события имели место в сентябре, и я просто писал жалобы до высшего руководства о том, что нам надо реагировать на Министерство обороны, главнокомандующему, в том числе и народным депутатам, о том, что, смотрите, ситуация такая, что у нас очень многие командиры просто боятся испортить настроение вышестоящему командиру тем, что вот есть отход по потере какой-то одной позиции. И они готовы посылать туда десятками, сотнями бойцов, но не доложить, что эта позиция нам не нужна. Давайте мы на 10, на 20, на 100 метров, на километр отойдем, получим усиленные позиции и получим жизни бойцов. И пока на сегодняшний момент как бы такой четкой реакции от руководства я не получил. И, конечно, я обратился и в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении, потому что я его вижу здесь. Государственное бюро расследований отказало, я вынужден был обратиться в суд, и суд обязал их зарегистрировать уголовное дело в отношении того генерала, который давал такое указание. И на сегодняшний день оно расследуется, я надеюсь, потому что есть сомнения в желании ДБР получить результат по такому делу. Я тебе переслал одну статью, которая указан генерал Петров. Этот генерал Петров – это спецтехноэкспорт, который это управление, это агентура занимается закупком вооружения для вооруженных сил Украины. И в этой статье говорится про состояние генерала Петрова и про, может, тайные какие-то сделки, которые посредники получают какие-то проценты. Как ты думаешь, вот бизнес, военное время, это сопоставим с моралью? Ты говоришь про идеалы, ты говоришь про справедливость, ты говоришь про борьбу, значит, за спасение жизни, а вот некоторые чиновники, сидя в высших постах, может сделать из войны и свой бизнес. Как по твоему мнению, как прокурора, ведь ты сейчас не бывает прокурора, прокурор на всю жизнь. Это ты говоришь про мотивацию. Ведь эту статью прочитали не гражданские, но и военные. Ведь вам не достают много оружия.
нету людей. Вот реакция общества, какая должна быть? Других сомнений нет. Это никакого отношения к моральности не имеет. И, естественно, люди, которые в военное время при этой ситуации, когда такой страшный враг пытается захватить страну, еще думают о том, что заработать на этом, но это не люди, по моему мнению. Но главное вопрос в реагировании на это. То есть у нас есть вроде независимые органы по борьбе с коррупцией. НАБУ и САП, и которые создание их было под эгидой американцев и всяких западных. В первое время позитивные впечатления были, и в первую очередь по привлечению к ответственности действующих чиновников. И вот в военное время, то есть они должны были выступать двойной энергией. Потому что если мы говорим просто о статье об обвинениях, то мы даже себе не можем позволить сказать, что этот тот или иной Петров, Иванов или Сидоренко совершил преступление. Да? Для этого должно быть обвинение, должен быть суд, должна быть избрана мера пресечения, и тогда мы только, естественно, и наказание. А если сейчас какой-нибудь чиновник, по которому будет статья, он напишет, так по нему даже уголовного дела нет, он скажет, вы все выдумали. Поэтому по таким людям, которые пытаются что-то украсть во время войны, тут вопросов никаких нет. Они должны быть привлечены, наказаны. Это люди без чести и без совести. А для меня, как правоохранителя, в первую очередь важна реакция правоохранительных органов. Если жесткая, быстрая реакция была бы, то таких случаев было. Да, нужно опровергать это, скажем, следственные органы скажут, нет, это клевета. И все военные будут знать, это кому-то выгодно клеветать этого генерала. А если все молчат, вот я читатель, я могу разное думать про этого человека. А может он не виноват, может заказная статья должна быть. Но если такую должность занимает, обязательно должна какая-то реакция. И в конце я хочу тебя спросить, ты уже сейчас капитаном стал, но знаю, что ты подал жалобу, но на твое освобождение из Генеральной прокуратуры. Увольнение. Увольнение. Как ты для себя представляешь будущую твою жизнь? Как военного или как принципиального прокурора дальше? Да, увольнение мое было незаконным, и под видом аттестации это было как бы специально сделано для того, чтобы взять под контроль Генпрокуратуру и под видом сделать обществу такую как бы показуху о проведении аттестации и якобы очищении Генеральной прокуратуры. Потому что она была построена на грубейших нарушениях Конституции и нормативных актов. И я в первую очередь реагировал на это и писал генеральному прокурору: смотрите, вы нарушили то, вы нарушили то, вы нарушили то. А самое главное, что такое проведение аттестации не приведет никоим образом к очищению. И мы сейчас видим и прокуроры-инвалиды, и абсолютно беззубость Генпрокуратуры, потому что они и на такие случаи расхищения должны тоже реагировать, потому что они надзирают и за всеми следственными органами. Но реакции нет. И само рассмотрение моих жалоб, там, где нету ни одного основания законного для увольнения, уже прошел 6-й год. 6-й год рассмотрения моей жалобы. К счастью, первая инстанция по второму кругу суд вынес решение о признании моего увольнения незаконным, и меня восстановили в Генпрокуратуре и приостановили службу в связи с мобилизацией. Но сейчас еще продолжается апелляционное рассмотрение, которое тоже неизвестно, чем закончится в нашей системе координат. Но опять же,
Конечно, я работал в прокуратуре всю свою сознательную жизнь, и именно там, как по мне, пытался, в крайнем случае, приносить максимум пользы. Действительно, я бы мог бы продолжать работать и приносить эту пользу, если выиграю суд. Но вопрос в том, что каждый раз это борьба с противодействием, с властью, с руководством. Потому что почему-то так получается, что власти и не хотят действовать по закону, они действуют в своих интересах. Поэтому тут важно, завершая мысль, у меня мысль о том, что должна быть в первую очередь политическая сила, которая строит свою деятельность на соблюдении законодательства Конституции и которая хочет реформировать, действительно сделать правоохранительные органы такими, которые будут действовать в интересах общества, в интересах конкретного человека. И в первую очередь я после окончания войны хочу или присоединиться, или создать, или вместе с коллегами такую политическую силу. Сергей, рад, чтобы я знаю тебя как лидера будущей политической силы. Желаю лично тебе, твоей семье удачи и крепкого здоровья, потому что знаю, что этот путь, выбранный тобою, будет очень сложным. Удачи тебе. Спасибо большое. Будем надеяться, что выйдет. Иначе будет то же самое. Спасибо всем. И ačiū labai, kad išklausėte šį ilgą mūsų pokalbį, bet tikiuosi jis buvo įdomus jums visiems. Ačiū.